Хотел бы в очередной раз отметить важность проведения Международного уголовного суда над Лукашенко за преступления против человечности, репрессии в отношении белорусского народа, акты терроризма, развязывание и ведение гибридной войны со странами ЕС. Мы продолжаем оказывать международно-правовое давление на режим. Для определения дальнейших стратегических действий 11 октября мы провели правовую конференцию в Нюрнберге. А сегодня я бы хотел рассказать вам о еще одном способе приблизить суд над Лукашенко. Он издевался над нами, давал приказы убивать, пытать, вынуждать белорусов покидать страну и продолжает это делать. Что может сделать каждый из нас, чтобы остановить это? Весной 2021 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека объявило о создании специальной миссии, в рамках которой будет осуществлен сбор данных о нарушении прав человека в Беларуси. Управление собирает информацию о нарушениях, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года. Почему это важно? Ранее в ООН уже представлялись сведения о нарушениях, собранные правозащитными организациями и другими инициативами. Эта информация была использована при подготовке отчетов и резолюций по ситуации в Беларуси. Сейчас ООН проводит персональный сбор информации, чтобы запустить особые процедуры, в том числе в рамках Международного уголовного суда. Для этого необходимо индивидуальное обращение от жертв и пострадавших. Важно отметить, что заполнить форму и рассказать о нарушениях прав могут не только жертвы преступлений, но и другие лица и организации. Нужно лишь обозначить свои отношения с жертвой. Все это позволит как можно быстрее привлечь Лукашенко и его пособников к уголовной ответственности за преступления против белорусского народа, в которых, к слову, диктатор уже сам неоднократно признавался, заявляя, что именно он отдавал и отдает все приказы. Мы, белорусы, знаем о том, что права человека в Беларуси систематически нарушаются. Об этом знаете вы, ваши коллеги и друзья. Причем это не началось в 2020 году. Это происходит уже продолжительное время, а начиная с мая прошлого года обрело невообразимые масштабы. В настоящее время тысячи белорусов находятся в тюрьмах по политически мотивированным уголовным делам. За последний год около 40 тысяч граждан нашей страны прошли через задержание, аресты и избиения. Десятки тысяч белорусов были уволены по политическим мотивам, а сотни тысяч были вынуждены покинуть Беларусь. 18 человек были убиты или погибли при невыясненных обстоятельствах. Белорусский народ столкнулся с самыми массовыми в послевоенный период в Европе репрессиями. Но нам чрезвычайно важно не только самим это понимать, но и передавать информацию о нарушении прав в международные организации. Обращаюсь к каждому, кто пострадал от действий режима Лукашенко, передать эту информацию в ООН, чтобы мировая общественность получила объективную информацию о ситуации с правами в нашей стране. При этом каждый белорус не только сам столкнулся с нарушениями его прав, но и знает других пострадавших людей. Поэтому прошу переслать это видео каждому знакомому, другу или коллеге, чтобы как можно больше белорусов сообщили о случаях нарушений прав в нашей стране. При желании в анкете можно отметить, чтобы информация осталась конфиденциальной и не появлялась в публичном пространстве или появлялась только анонимно, без указания личных данных. В анкете можно рассказать об убийствах, пытках, нападениях и запугиваниях, чрезмерном применении насилия, незаконном изгнании из страны, нарушении прав на мирные собрания и на свободное выражение мнения, нарушении культурных, социальных и экономических прав. Здесь можно отметить также принуждение к обязательной работе, вроде субботников, принуждение к даче показаний против себя или признание себя виновным, нарушение права принимать участие в государственных делах, нарушение права голосовать и быть избранным. Все это является нарушением наших прав, и важно не молчать об этом. Организация Объединенных Наций принимает информацию до 15 декабря 2021 года. Шаблон обращения и адрес для отправки материала вы можете найти в описании под видео. Режим Лукашенко продолжает совершать преступления в отношении белорусского народа. Наша задача – фиксировать их и придавать огласке каждый такой случай.
Я Павел Латушко. Сегодня заполняю данную анкету и направляю ее в адрес Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Каждый из вас может сделать то же самое, скачав через VPN шаблон анкеты. Это приблизит всех нас к достижению общей цели – привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против белорусского народа.